Иногда случай может привести к тому, что за очень благоприятным обстоятельством последует большое несчастье. Произошло это при неожиданной встрече туриста и раненой собаки, которые наткнулись друг на друга в нужном месте в нужное время. Действие этой истории происходит в штате Айдахо, США, на тропах, ведущих к вершине Тейбл-Рок высотой более 11 тысяч футов. 5 июля 2018 года Тиа Вергас пыталась добраться до вершины горы, когда вдруг заметила тяжелораненую собаку. Собака, крупный английский спрингер-спаниель, была явно обезвожена и устала. Кроме того, из-за того, что одна из ее ног была вывихнута и опухла, она не могла ходить самостоятельно. Столкнувшись с этим неожиданным привидением, Тия не могла не остановиться, чтобы попытаться предложить свою конкретную помощь нуждающемуся животному. Люди, которые прошли тем же маршрутом до женщины, пошли вперед без остановок, возможно потому, что были убеждены, что владелец большой собаки вскоре после этого присоединится к нему. Но Тия не собиралась оставлять пса позади, не зная, что с ним будет. Таким образом, он принял мужественное решение взвалить на плечи раненое животное и идти за помощью. Сначала Тия шла с собакой на плечах целую милю, пока не добралась до отца. Последний ушел вперед и ждал, пока его дочь продолжит маршрут, который оказался слишком сложным для прохождения в одиночку. После того, как женщина добралась до отца, возникли первые трудности, прежде всего из-за того, что более легкий путь был покрыт снегом и мусором. Обратный путь длился 7 часов, был полон усилий и сомнений. Из-за плохой видимости Тиа и ее отец несколько раз терялись. В одном месте, где дорога была особенно неровной, Тии пришлось посадить собаку себе на колени, чтобы лечь и продолжить путь. «Грязь была такой рыхлой, что я продолжала падать», — сказала она, «поэтому я положила ее себе на колени и какое-то время скользила по снегу». На обратном пути Тия наткнулась на нескольких туристов, которые сказали ей, что нашли записку в конце дороги. В записке говорилось, что кто-то потерял свою собаку по кличке Бумер. После 7 изнурительных часов 40 фунтами на спине путешественник наконец отправился в путь, где нашел родственника, ищущего Бумера. Когда мы позвонили им, первый вопрос, который они задали, был, мертв ли он. На самом деле хозяева потеряли всякую надежду, учитывая, что собака упала с 30-метрового обрыва и откатилась на добрых 60 метров. Поскольку владельцы Бумера переезжали в Аризону, Тия спросила их, может ли она оставить его у себя. Первая семья пса была так тронута тем, что она для него сделала, что согласилась. Встреча с Тией представляла для Бумера возможность собственного спасения, но и для Тии столкновение с собакой было удачей в трудную минуту. На самом деле сын Тии попал в лагерь эмоциональной поддержки из-за попытки самоубийства. Одно из предложений, которое врачи дали Тине, чтобы помочь ее сыну понять, что с ним происходит, заключалось в том, чтобы он взял на себя трудные для него испытания, например, взобрался на гору Столовая скала. Причинная встреча тогда спасла им обоим жизнь. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.